у него задатки. И вот там же очики есть, это, ну, щенки, вот, что мы говорили. Да, да, кстати, погибла та сука. От Чики и Кучума та сука вот в Украине, она погибла в возрасте 5 лет. Не, ну о чем, Миш, я хочу сказать, что собаки, вот заложена универсальность вот эта. Да. Они как бы и зверя работают, ну, отлично, и пушнину. А Да. если начинать охотиться с собакой, мы раньше то, что всех затащили сразу, ох, надо на кабанов, то, что было кабанов, и все за этими кабанами. Пушнина как бы не в цене, она не стоит, но считаю, что щенка надо развивать, там мало щеночка, лучше начинать не водить его в вольер на кабана, а водят там, его уже затравливают, этих собак в этом вольере. Ну, показал ты отношения, там, раз, там. А так ты его водишь, чтобы он бегал, вот научился, чтобы нюх искал, вот этих околоводных, это, голову подымал, чтобы обоняние, осязание, ну, все, слух развивался, поиск следовой. А то такие собаки приедешь на вольер, и их в лес не водят, но уже когда подходит к калитке, к вольеру, она начинает лапой скрести «пусти меня», и она уже знает, что там кабан, и она сейчас побегит, и там сработает, и не факт, что ты в лес ее приведешь. Я видел таких собак, вроде бы сильно работают, но когда вот в таких лугах, и когда некость, вода и креницы, и трава по пояс, и кабан до чего, кто знает, наблюдал, он бегит где-то вот, криничка или там какая-то такая зеринка, кусты, он как такой шух, затонет, только пятачок, такой уши и глазки только торчат, как в аллигатора, и он все в воде, хоп, сигалетки, я так сколько раз, ну, видел, и у меня, когда в России еще первая лайка была, босс, у вольеры тоже лает кобель, и все, пропал, а там было лужи, тоже лазняк такой. Кобель стоит, лает, это самое, а он затонул, вот, только пятак все прячется. Также и лосята я видел весной. Вот убегают, такой разбегаются по кустам. Ход затонет, только вот. Нос торчит, глаза и уши. Все, вот эта часть морды. Все остальное в воде. Вот инстинкт самосохранения, ему спрятаться нужно. В воде они прячутся капитально. Понимаешь? Поэтому собаки надо, чтобы они прорабатывали, навыки были в этих. А у вольерных собак, которых травят, их нету навыков. У них один площадка, побегали, там и все знают. А в это пусть стену траве запутается, нахуй, и будет выть там стоять. Хотите собак, всегда посмотрите. На вольеры тоже нужно поездить, посмотреть. Если вы разбираетесь в охоте, разбираетесь в работе собак, то вы там все увидите. Попроситесь с экспертами, зайдите, сами посмотрите работу собаки, которая вас интересует. Потому что уровень экспертов тоже очень разный. Состязания в Беловежской пуще. Вот эксперт выходит и дает оценку собаке. Он говорит, собака работала от 1 до 10 метров на звере, поэтому сняли баллы за вязкость и за ловкость. При этом он рассказывает, что собака неоднократно попадала под зверя и снимали ее очень долго, поэтому за послушание поставили 1. То есть эксперт вот такой каламбур, все в голове поперемешал. Он еще сказал, что и сняли завязкость, потому что она с 10 метров не лаяла, там, ну, если зверь бежал, она отставала на 10 метров, и она не отдавала голос. Да. Вот такой он тоже сказал, этот эксперт. То есть это работа от 1 до 10 метров, причем здесь вязкость. Вязкость — это то, что собаку не могли снять, и ей поставили 1 за послушание. Это говорит о том, что собака проявила максимальную вязкость. За что вы снимаете баллы? Первое. Второе. За ловкость, да, согласен, неоднократно попала. Ну, не бросила.
От того, что она преследует зверя там из 10 метров, пытается его догнать, не лает, так это же не гончая. Ты приезжаешь, смотришь, собака работает, вырывает там все в паховой области, там прямую кишку вытаскивает, там дырка такая, а дают ей 3-й диплом, мотивируя тем, что это хватки не по месту. Хотя собаке не дают даже 10 минут отработать, она травмирует зверя. И ставят диплом 3-й степени, рассказывая о том, что это хватки не по месту. В правилах написано гачи и скакательные суставы. Но это написано, ну это рекомендовано. Но если собака ставит зверя, и зверь не может стронуться, она его травмирует, как только он начинает уходить. И причем работает только сзади. Собаки вырывают прямую кишку, это уже наносится кабану такие травмы, неспоставимые с жизнью. С жизнью, да, совершенно то, верно. Много на охотах приходишь, уже прямая кишка вырвана, хватки там за передние, как обычно за локти, сзади хватки, все там изжевано. Но вырвана прямая кишка, и кабан уже все, готов, умерщвлен. И он уже далеко не уйдет. Да, ну все, труп ему, он никуда не пойдет. Собака хватает за хвост, там удержит, как тебя чекан. Вот. Ну вот тут здоровенный сикач, он крутит, на хвосте висит его, и еще пытается гавкать как-то глухо, да? Держит, есть ролик, надо показать вот это. Есть, ты не показывал? Я, по-моему, показывал. Показывал? Да. Да, ну там где-то вот у наших. Хватает за хвост, вот у него прием. У собак, как и этот, свой прием. Нашел прием такой, все, останавливает зверя. Значит, он хватает за хвост, закручивает его, этого голова закрутится, он брыкся. Все, но он держит же, не дает ходу собак. Потом видишь, что кабан вот у тебя у Смоленске, там как он, интересно, крутит, уже устал, видно, бросает и отпрыгивает в сторону. То, что, да, что знает, что кабан, чтобы не догнал его. Он сразу на уход, а не за кабаном там на ухо полез. Да. Чтобы не получить от кабана. Вот что. То, что собака уже думает, как уйти после атаки от зверя, а не как, чтобы дальше получить. А другая схватит, ей кабан дал, она седно лезет. Пока он ее не убьет, блин. Чекан в Смоленске получил диплом 3-й степени, там 60, я там не помню, 3 балла или сколько. Тоже эксперт, всю жизнь гончатник. Он сидит в беседке, собака работает. Загнал в кусты кабана, в лозовые кусты, и работает там. Он приходит, посидел 2 минуты, тут все понятно. Собрался и пошел. Только этого кабана стронули, он его сразу на чистом уже поймал. И вот такая работа шла 3 часа. Мы там бегали, не могли его снять. Да, и не маленький кабан, это же не сигалеток там был, а хороший кабан, и тем более вольерный. Это же не сравнить это. Вольерный кабан, это то же самое, что у меня тот сикач, где 12 волков ходит. Это самое. Оттренированный уже так собаками, что не каждому даст схватить, там хватку сделать по нему. Да, это человек, который смотрел за вольером, вышел, сказал, этих больше сюда не пускать. Кабана жалко. Да, а там и предень натягивали. Он идет, кабан проскакивает, предень натягивает, только чекан через этот предень. Джек, по-моему, звали этого сикача. Говорит, убей этого кобеля. Говорит, сволочь такая, не можем снять. А не видишь, что я сзади иду? Да фиг, как бы ничего он ему не сделает. Да. Он говорит, да это кобель смертник. Вы с ним на охотах не бываете. Ну, ему уже там года 4, наверное, было. Я говорю, до 4 лет он дожил, и постоянно он на охотах. Да, вот Миш, видишь, какие эксперты начинают. Смертники, это не зная, не поговорил с владельцем, уже начинают вешать ярлыки. Потому что о чем это говорит? Как ты говоришь, сам гончатник, собак не видел, с такими собаками никогда не охотился. И будут рассказывать потом сказки, что это смертник умер. А чекан по сегодняшний день ездил. Живой. И мы уже говорили в прошлом ролике, куда бы мы с ним ни поехали,
Везде он найдет зверя, даже был один кабан, и то он его нашел. Фиг знает где, да? Да. Он крутил и нашел. Нашел этого кабана, один кабан был на весь лес, и то нашел его. И на Кучума с 1,5 лет вешали ярлыки, что это смертник, он долго не проживет. Сколько там, кто не рассказывает, да это все смертник, Ребята, это не работа. много, это... Миша, я перебью, мы не рассказываем здесь это. А как работает Кучум, как, если бы вы видели все работы наяву, если бы снять, как, ну, мы выложим как-нибудь, это, придет время, и покажем, как собаки работают. И вы не поверите, что могут делать со зверем, даже с крупным зверем, это русско-европейские лайки эти. Старички, которым по 12 лет. Ребята, по 12 лет, и что они вытворяют в лесу, ну, вы просто не представляете. Но когда-нибудь осветим этот вопрос, ну, может, не в этом году. Да, по щенкам, но мы не занимаемся там в коммерческих целях, там, разведением собак, поэтому вязки очень редкие, преимущественно тогда, когда мы хотим себе что-то оставить. Бывают людям, попадается с этих вязок собаки, но зачастую, не имея опыта, они сами губят этих собак. Тоже я не знаю, как человек на меня вышел, но вышел далеко с России и спросил щенка. Была вязка, я ему позвонил, говорю, вот можешь взять с этой вязки себе щенка. Он взял оттуда суку. Вот эта сука уже в 10 месяцев она ловила сигалеток, причем в одиночку. И ей никто не помогал. Стоит и рыгает кровью. У нее отбито все было, но она не бросила. Началась зеленка, лето. И вот она работает секача в овсах в одиночку. Его товарищ стреляет, секач уходит, а собака лежит. Как обычно. Владельцы начинают брать этих собак в куче, хотят где-то там что-то показать. А кто гибнет? Лучше работает, потом еще набрасывают собак, и он начинает рисковать. А когда много собак, они мешают. Да, подпирают у камышах или где-то в ельниках. Эти сзади лают, этот все время впереди первым номером. Его подперли, кабан сделал атаку, эти отскакивают, столкновение, попал, ударил, вот и все, бляха. И они погибают, которые действительно были достойные собаки, и которые погибли просто по оплошности владельца. Я буду с Тайфуном охотиться на куницу. Все, что она ему сделает больно, это укусит его за нос инорка. Да он визжит, она за гриб схватит, визжит, бля, батя, помоги. Не фига. Ну, злый уже, год ему, молодец такой. Одет хорошо, суперский, конечно. Тайфун одетый, глаз, лапы такой, все красавец кобель. Вот русачок, конечно, он. Хорошо, что я тогда сказал, да, чтобы, как чувствовал, говорю, надо этим Пылаем повязать, бля. Да, вот Пылай, кстати, тоже погиб. Погиб, Пылай. В прошлом году. Ну, скорее всего, ты прав, что что-то случилось, возможно, он попал под удар, и он просто не выбрался, вода ледяная, болото. Я думаю, что ему в том болоте кабан вдарил его. Да, мы слышали, что он как-то взвизнул, но нам было далеко, где-то больше километра, пока мы там обходили там это болото. А там еще такие каналы глубокие, плюс речка. И Володя была, не смог до него добраться. Вода ледяная тоже. Вода ледяная, да. Мы думали, что он попал либо в капкан, либо в петлю. Потому что он работал секача, работал в одиночку. Я уже не помню, там сколько он часов работал. Вот. И я Володе говорю, что, что-то случилось, надо двигаться быстрее. И мы обходим это болото, пытаемся зайти, никак, вода глубоко. Володя уже разозлился, говорит, я поплыву. Вышел, себя все скинул
говорит, поплыву. Доходит, а там не то, что ты по сухому, а ты идешь по болоту, и плюс у тебя речка там метров 10 может. И он там дальше еще за речкой скулит. До речки до этой дошел по пояс, даже где-то он по груди вышел, все его колотит, я ему костер развел. Говорит, я до него-то я, может, доберусь, но я точно с ним не выберусь, потому что я уже ничего не чувствую, полностью околел. Ни ног, говорит, ничего не чувствую, замерз. Он остался возле костра, а мне там привезли запроды. Пока до него добрался, вытащил, ну, он уже был мертвый, замерз. Вот у него такая была кровавая пена. Я ну, его вот вынес. пена, Миш, понимаешь, вот пена, бляха, я не знаю от мороза, а вот я думаю, пена-то идет, когда легкие пробиты или что это. Могли вы там и не видеть, пока он в воде лежал, могла была дырочка такая, ну, я Так просто... могло дырки не быть, сломанное ребро могло пробить легкое. Могло сломанным, от удара сломанным ребром, все правильно, могло и не быть, это пробило легкое, и вот поэтому пена шла вот с этого. У него, может, сукровица шла, а это значит с легких, воздух шел с легких. А легкое, значит, было пробито, и поэтому шла пена кровавая. Ну, обычно вот сколько вот стреляешь кабанов, там это все, с легких пошло, значит, пена пошла. Или перегрелся, там он лежит. Потому что кобель-то был опытный, ему было 7 лет. И он в этих болотах не один десяток раз работал. Ну да, ну вот это попал где-то кабан, как и там стал где-то, понимаешь, Да. как КамАЗа, я думаю, стал, а потом атаковал его. А у него уже, ну, что он не крупный кобель был, а средний, и отскочить не смог, и дал ему это. Сломал ребро, пробило легкое, поэтому вот. И у него пена эта кровавая шла с озер. Это 100 пудов так было. Если бы вскрытие сделали, ну, оно было видно, что там был пробитые легкие. Ребром или чем там, клыком. Ну, это 100 пудов были легкие пробиты. Про Володю расскажем, про его собак расскажем. Он всю жизнь проохотился без GPS-а. Ну вот он рассказывает за собак. Я ему говорю, поехали проверим. Вот мы приезжали к Володе, он брал Пылая и Дика. И как себя собаки показывали. Надели на них ошейники, у них был, поднимали всегда очень быстро. И работали часами, по ночи возвращались. Да. И были 1,5 суток отработали лося. Как они вышли, уже упали на дорогу и все. Да, на обочине лежали, нам позвонили, говорят, что лежат там и там собаки на обочине уже по темноте. А мы на завтра приехали, Миша пошел, мне звонит, я в другую сторону пошел. Собаки-то работают. Ну, сначала мы приехали, они подняли лося и работали его. Мы до ночи остались, костер полили, у них уже сели ошейники. Их не было на навигации. Мы уехали домой, переночевали, с утра приехали. Я взял Кучума Умку, На то место пошел. мы приехали, где оставляли куртку, Володя оставлял, возле костра, да. откуда они перешли дорогу там лесную. Да. Мы оставили, они приехали, нету. Забрали это все и заехали с другой стороны. Да, и заехали с другой стороны за несколько километров. Я пошел с Кучума сумкой выпустил. Они раз исчезли. Ну, блин, нету. Я смотрю, по навигации там 3,5 километра они пропали. Я иду. Раз собаку слышал. Хлоп там на навигатор, там 2 с лишним километра до собак. Так вот ту сторону. Я дошел до этой точки, там где они пропали. И потом их пробивают там за 2 с лишним километра. Я туда прихожу, а там такой лай стоит. Ёлки, 4 собаки. Пылай с Диком работают этого лося.